Так, значит, сегодня мы будем ставить кнопку старт-стоп на машину с ключом, то есть, чтобы был бесключевой запуск. Такой вот. Значит, в комплект у нас входит сама кнопочка, она ставится вместо замка зажигания, провода для подключения вока, ну и тут крышечка на всякий случай, если вдруг вы собираетесь в другое место ставить кнопку. Так, сам модуль, ну и инструкция по установке. Вот. Инструкция огромная, потом мы ее в процессе откроем, посмотрим. Сейчас в данный момент нам нужно подготовить для установки сам автомобиль. Так, здесь, значит, у нас провода никто не сможет перепутать, потому что по-другому их не засунешь. Так, все, готово, можно ехать. Так, ну кнопочку потом подключим, для нее разъем идет отдельный. Так, значит, с этим разобрались, теперь надо будет подготовить сам автомобиль. Так, значит, для того, чтобы нам подобраться к замку, нам нужно будет открыть подрулевую защиту и рулевые накладки, потому что замок у нас с этой стороны, то есть он, получается, кнопка будет здесь. Так, значит, для того, чтобы это все было классно и красиво, и чтобы ничего не повредить, мы берем пластиковый инструмент, дабы не оставлять на обшивках царапин. Приподнимаем обшивочки, они у нас на клипсах, резинка может мешать, тоже все легко выдергивается. Так, далее смотрим, где у нас есть саморезы, их нужно удалить. Что-то хороший саморез, будто втыкается. Так, и здесь должен быть еще один, да, он там есть. Так, ну, более тоненький, чем-то более тоненький надо открыть заглушечку. Так, затем эти все накладочки у нас снимаются, они тоже на клипсах. И, в принципе, вот эти кнопочки нам пока не понадобятся. Разъем снимаем, чтобы у нас был больше доступа. Так, теперь рулевая накладка тоже обычно на 3 или на 4 самореза крепится. Один идет снизу или 2 бывает. Так, здесь немножко по-другому. Так, я туда пройду. Здесь, я так понял, у нас нужно аккуратненько на клипсах приподнять ее, накладку. Образуется щель. Здесь нельзя металлическими предметами ковырять, потому что сразу же останутся следы, но это нехорошо. Вот у нас спрятаны саморезы под накладочкой. Так, их тоже снимаем. Ага, ключики я взял. Вот таким вот образом мы освобождаем доступ к замку зажигания. Так, теперь у нас, значит, получается замок зажигания с этой стороны. Кнопка будет под правую руку. Это, в принципе, очень удобно, я так думаю, нажимать. Если кто-то хочет сделать как заводскую, то нужно будет приобрести вот здесь вот накладка. Продается уже с
под кнопку с отверстием, и кнопку заводскую. Но там уже переделывать надо. Если вы не специалист, то лучше не заморачиваться. Так. Теперь доступ у нас уже открыт. Теперь нужно разместить то, что мы купили. Так, значит, смотрим, как у нас кнопка. Кнопка вертикально будет стоять. Если кожух будет под наклоном немножко, значит, нужно ее делать не вот так, а чуть под наклоном, ну, чтобы красиво было. Так. Засовываем сюда. Так, и фиксируем кнопочку на кожухе, так чтобы было красиво. Поправляем резиночки. Так, как я и говорил, немножко под уклон, где-то вот так, и фиксируем с этой стороны на разгибающейся пластинке. Все, вот у нас получается вместо замка зажигания теперь будет кнопочка. Пока что она не работает, но сейчас мы ее заставим. Так, теперь разбираемся, что у нас здесь. Здесь у нас по схеме кнопка, которая универсальная. Она идет и для бензинового, и для дизельного двигателя. Так, вот так. Так, для того, чтобы подключить, вот у нас нарисовано что куда и написано. Значит, для того, чтобы запустить, нужно подключить на foot brake, это педаль тормоза. Это раз. Handbrake — это для запуска дистанционно, то есть это значит на ручной тормоз. По опыту я знаю, что на ручной тормоз на автомате мало кто ставит машину, но если не поставить, она не будет заводиться. Для того, чтобы она заводилась без него, этот провод можно просадить на массу, то есть оранжевый. Так, теперь здесь есть два провода, которые обязательно устанавливать. Это белый и бело-черный lock-unlock актуатор. То есть он цепляется на центральный замок, на управление, именно плюсовые провода актуатора, для того, чтобы кнопка активировалась или дезактивировалась. Потом, значит, bypass output у нас в данной машине bypass не потребуется, потому что у нас не чипованный ключ. И blue — это синий провод, file patch detection — это контроль запущенного двигателя. Он садится на масляный насос, ну, на датчик давления, датчик давления масла, либо на топливный насос. Ну, все зависит от того, какая модификация. Вот, его мы найдем на щитке приборов. Сейчас мы будем еще открывать щиток приборов. Я про него немножко забыл. Ну, и теперь, значит, есть еще один провод хитрый, коричневый. Он идет на мигающий свет. Ну, это как на поворотник, на один из поворотников. То есть, когда вы открываете дверь с ключа, поворотники моргают, и при этом подается сигнал, чтобы она открылась, закрылась. Активация происходила. Я тоже этот вариант немножко обхожу стороной, сажая его просто на плюс, чтобы при любом открытии, с ключа или с этого, неважно, чтобы она открывалась. Но если вы хотите, чтобы у вас была, так скажем, противоугонка, тогда сажаете на поворотник провод коричневый. Так, значит, все, что у нас нужно посадить, мы разобрались. И толстые провода, не силовые, идут на замок зажигания. На замке зажигания, значит, у нас идет 6 проводов, точнее 5, один идет на массу. Ну, на этом, на самом замке идет 6 проводов. Сейчас разберемся с замком, что куда цепляется, и прицепить как надо. Так, перед тем, как ставить, так как у нас автомобиль дизельный, здесь нужно будет по схеме джампики попереключать.
Вот они здесь находятся. У нас идет on, off. Так. Up, down, on, up у нас получается. Здесь вот на картинке нарисовали, что у нас down вверху, up внизу. Ну, так, я так понимаю, что в принципе у нас главное, чтобы on было. Значит, petrol мод это бензин, дизель мод это дизель. Первый у нас получается нужно up position включить. Включаем первый на дизель. Так, значит, затем disable file patch, enable file patch. Это получается контроль запуска двигателя. Можно сделать, чтобы он выключен был. Если вы не будете дистанционный запуск делать, то он не потребуется. Если вы будете делать, то желательно, чтобы был. Значит, делаем enable. Второй включить. Дальше идет RFID. Это чип, который идет вместе с модулем, то есть у него свой может быть чип. У нас его нет в наличии, поэтому у нас стоит выключенный, тоже поднять. И запуск старт. То есть если у вас блокируется стартер после запуска двигателя, то можно поставить 1-2 секунды. Или если у вас плохо заводится машина. Если нет, то значит, если хорошо запускается и прям с короткого стартера, то можно оставить внизу этот переключатель. В данный момент пока не знаю, посмотрим. Но я думаю, внизу можно оставить, потому что он будет повторную попытку делать, если не запустится. Так, значит, так как этот нам провод не нужен, мы его сразу удаляем. Так, потом по схеме у нас оранжевый был. Оранжевый. Оранжево-черный. Вот он, оранжевый. У нас будет на ручной тормоз. Раз он у нас на ручном тормозе, мы его не будем использовать. Потом вот на парковку мы ставим на паркинг. Так, зацепим его сразу на массу. Черный провод у нас на массу. Масса это на кузов в любое место. Так, немножко неудобно возьму. Вот роличку. Так, оранжевый. Все, дабы было все красиво, сделаем сразу немножко с петлей. Так, цепляем. Так. Есть. И теперь, как я говорю, коричневый провод, он в принципе цепляется на поворотник. Ну, я не люблю его на поворотник цеплять. В принципе, если вы хотите все по правилам, можете зацепить на поворотник. Я цепляю его на плюс постоянно. Так. Так как что хотел сказать, не помню. Вот, теперь у нас получается
Вот эти провода толстые, они пойдут все на замок зажигания, кроме черного. Но чтобы было красиво, мы начнем их упаковывать вместе. Затем черный провод выведем отдельно и продолжим наводить красоту. Так, значит, из этих оставшихся 4 проводов один у нас идет на контроль запуска, он будет под щиток приборов идет. И 3 провода идут, мы еще не открыли, в короб, где проходит вся линия проводов, косопровод, как ее называют. Значит, тоже делаем красиво. Кому не нравится красиво, можете прям цеплять, я видел, как цепляют просто паутинкой. Это тоже работает. Так, и так как мы будем выводить все это под порог, я сделаю подлиннее. Так, в принципе, для установки у нас все готово. Теперь нужно будет разместить модуль так, чтобы он нигде не мешал и не висел. Посмотрим, где это можно сделать. Скорее всего, это надо будет делать за блоком предохранителей. Я его туда сейчас засуну. Оттуда вытащу только провода. Получается. С этой стороны, а потом там его зафиксируем на пластиковые хомуты. Так. Есть. Так, и чтобы было все красиво, сразу туда пропустим кнопочку. Так. Кнопочку. Воткнем в тот разъем, про который я говорил. Там один остался, вы не промажете. 100%. Так, ну и пока заводим его туда. На этом пока остановимся. Так, теперь первое, что надо подключить, это масса. Масса у нас черный провод. Почему? Потому что если вы будете цеплять плюсы до того, как подключили массу, ток он течет всегда, и он себе найдет, куда стечь. Если он стечет не через массу, то может что-нибудь навредить. Я так думаю, нам это не нужно. Поэтому первое, что сделаем, найдем надежный контакт на металлическую поверхность корпуса машины, например, вот здесь, и посадим массу сразу на массу. Хорошо сказал. Так, все это тоже делается очень просто. Так, сушилось. Так. Теперь нужно будет разобраться с разъемом замка зажигания. Значит, снимается он у нас нажатием на кнопочку, ну, по крайней мере, в данной модели автомобиля. И здесь обычно идет заизолированная либо тканевая изолента, либо, ну, неважно, с этого завода они упаковывают это все, чтобы было красиво. Потом мы это все перепакуем. В данный момент нам нужно выяснить, что у нас где находится. Значит, вот втыкаем обратно. Так, берем ключик. Так, и включаем, значит, зажигание. Так, используем контроль. Значит, у нас получается при включении
заблокировали. Так, при включении зажигания на первое положение ключа, это аксессуары, значит, синий провод получается. Он при стартере выключается. Вот. При втором положении ключа он на месте. Значит, получается, ну я уже просто знаю, но обычно можно выяснить. На стартер рядом с ним желтый провод. Так, оранжевый провод у нас получается постоянный плюс. Он в любом положении ключа и даже без ключа. Так, рядом с ним, с той стороны, идет. Какой он там провод по цвету не вижу. Красный. Оранжевый и красный. Ага. Это красный провод постоянный плюс, а оранжевый у нас второе положение ключа, которое выключается при старте. То есть это получается Ignition 2 по схеме. Так, далее идет, это основное зажигание, оно не пропадает при старте. И последний провод у нас тоже плюсовой. Значит, что у нас получается? Здесь плюс постоянный, здесь тоже плюс постоянный. Это идет основное зажигание, это идет второе зажигание, это идет аксессуары, это идет стартер. По цветам проводов, значит, получается вот эти два толстые провода. Так. Этот красный провод, это получается плюс постоянный. От него мы будем запитывать систему. Второй провод зеленый, тонкий, он тоже плюс, от него тоже можно запитывать систему. Но так как стартер будет работать и так далее, то есть нам лишние нагрузки не нужны на провода. Поэтому будем запитывать от красного провода. Так, значит, желтый провод у нас зажигание, синий провод у нас аксессуары, оранжевый второе зажигание и розовый основное зажигание. Ignition 1. Вот. По схеме у нас, значит, получается, если мы зацепляем, то, значит, у нас получается первое зажигание у нас идет желтый на розовый. Так, второе зажигание у нас идет on disconnect. Это второе зажигание идет на зеленый на оранжевый. Так, старт у нас здесь желтый, а здесь синий. И аксессуары у нас здесь белый, а здесь так, старт, да, а здесь синий. Вот. Для того, чтобы это все было красиво выглядело, тоже фиксируем к штатной косе, чтобы у нас уже ничего никуда не дергалось. И начинаем расключать. Так. Ну, здесь уже кто как может, каждый по-своему может расключать, как ему удобно. Но я обычно первым цепляю стартер. Так, провода я вот так цепляю, то есть как бы, ну, люди скручивают по-разному, я цепляю вот так. Объясню почему. Потому что надежность контактов у нас здесь, ну, должна быть максимальной. То есть лучше всего делать на пайку. Но пайка не каждому доступна, и в полевых условиях это не всегда возможно. Так, старт у нас здесь синий. Значит, синий провод цепляем на желтый. Для того, чтобы это было все так красиво, откусываем его именно столько, сколько нужно. Зачищаем прямо на месте и цепляем провода. Так, не пролезло. Так, здесь, значит, раздвигаем немножко провода, так, чтобы просунуть внутрь. Почему? Объясню. Потому что когда у нас просто намотать провода поверх, они могут потерять контакт. А как я уже говорил, контакт здесь очень
нужен очень хороший. И получается, то есть мы сам провод, протащив сквозь другой провод, когда заматываем, у нас контакт усиливается. И при этом, если теперь дергать, он уже не выскочит, у нас не размотается. Так. Зафиксировано. Теперь следующий провод у нас будет аксессуары. Здесь отмечен как АЦЦ, белый провод. Чтобы у нас не получился пучок слишком толстый, немножко делаем ниже, чем предыдущий провод. Смещаем, то есть получается разрез, зачищаем изоляцию и крепим точно таким же образом белый провод. Так. Зачищаем, просовываем. Так. Теперь немножко упорядочиваем. Ну и фиксируем и изолируем. Немножко неудобно, конечно, тут мало места, но возможно. Так, мы не вытащили ключ, и он нам блымкает. Так, здесь, значит, у нас идет подключение второго зажигания, он disconnect. Это при стартере он будет выключаться. Так, точно так же делаем чуть-чуть ниже. Так, заводим его сюда. Это хорошо прям зашел. Родной, наверное. Так, точно так же изолируем. Так. Затем, так как у нас основное зажигание розовый, места остается все меньше. Так, еще смещаем, очищаем, зацепляем. Так, он у нас основное зажигание, первый. Так. Точно так же. Крепим желтый. Так, его тоже фиксируем и изолируем. И в силовых проводах остается только красный провод силовой. Красный, как мы уже выяснили, цепляем на постоянный плюс, он тоже красный. Так, его точно так же отмеряем.
Только сколько нужно. И надежно крепим и изолируем. Так. С силовыми проводами закончили. Так как мы их со смещением делали, у нас толщина самой косы не сильно увеличилась. Теперь, чтобы это все окультурить, мы закрываем все это изолентой. Можно тканевой, можно той, которая под рукой, неважно. Все, и все это можно воткнуть обратно, но так как у нас замок зажигания теперь участвовать уже не будет в зажигании, то вот это мы подключим, прикрепим пластиковым хомутом, и оно здесь у нас уже будет как бы похоронено. Так, теперь продолжаем, значит, с остальными проводами. Для того, чтобы нам попасть к косе под порогом, нужно порог вскрыть. Вскрывается он тоже на клипсах, аккуратными движениями, чтобы не сломать пластиковые накладочки. Аккуратно вскрываем порог. Провода находятся здесь. Среди этих проводов теперь нужно найти то, что нам нужно. Нужно нам найти стоп-сигнал для того, чтобы организовать запуск, активацию кнопки на запуск стартера. Вот, потому как при обычном нажатии кнопки у нас произойдет только включение зажигания и выключение. Вот, для этого мы освобождаем себе немного жизненного пространства. Так, и теперь, ну, в каждой машине, конечно, по-своему, но вот в данной машине, мне кажется, я помню по цвету, значит, дверные актуаторы идут либо белый и серый, либо розовый и синий провода. Точнее, пока вот я сейчас еще не вижу, чтобы тут вот серый вижу. Сейчас мы его попробуем. Так, и пробуем центральный замок. Ну, не совсем то, что нам нужно. Так. Вот еще серый есть. Вот он. Это центральный замок. Вот это получается у нас на закрытие серый. А на открытие, значит, должен быть белый. Скорее всего, вот этот. Ну, не факт. Сейчас будем смотреть. Да. Вот эти два провода, они будут для активации кнопки. Сейчас мы их зачистим сразу, чтобы не потерять. Так, и по, если мне не изменяет память, стоп-сигналу. Стоп-сигнал должен идти, мне кажется, зеленый провод. Но я могу ошибаться. Сейчас мы посмотрим. Зеленых тут очень много. Пока нет. Так. Это тоже нет. На нем должен быть минус, а при нажатии на педаль тормоза появится плюс. Тоже нет. Так. Может, он черный? Вряд ли. Ну, попробуем. Нет. Так, ну вот таким вот образом надо вычислить.
Нет, значит, зеленый. Так, ну есть еще один способ. Сейчас мы его будем испробовать. Так, где у нас открывается багажник? Сейчас. Багажник можно только так открыть. А, там открывается? Да. Я потом подрежу. Вообще так отлично есть. Так, значит, для того, чтобы нам определиться, кто из них, как он открывается. Так, вот здесь у нас идут провода на стоп-сигнал и на все остальное. Так, значит, для того, чтобы определить, нужно внести сюда контроль. Так, надо посадить один край на массу, второй. Сейчас я буду нажимать. Это не оно. Так, стоп-сигнал. Сигнал пропал. Да, при нажатии на стоп-сигнал, значит, у нас получается красный загорается, да, появляется питание. Значит, это у нас оранжево-розовый провод. В общем, вот такого цвета. Надо его найти в косе. Там. Потому что он там. Здесь, значит, теперь подключаемся сюда. Находим это непонятно оранжево-розовый или розовый. Не вижу ничего похожего. Вот, что-то похожее. Вот что-то похоже на то, что мы видели там. Это он. Вот это стоп-сигнал. Так, теперь здесь мы все нашли, обнаружили. Нам нужно теперь вот эти провода подключить здесь. Так, для этого нам их нужно, получается, доизолировать. Ну, это чисто для красоты, опять же говорю, кто-то плетет паутинки, я видел. Оно тоже работает. Так, и протащить теперь все это красиво. Так, красиво сделаем. Будем стараться. Здесь. Так, все, чтобы у нас нигде ничего никому не мешало. Так, проводим его под обшивочкой. Так, это у нас прячется за резиночкой. Хватает. Так, теперь смотрим, что у нас где. Здесь, значит, у нас цепляется. Так, лок. White, black, unlock. Так. Белый, значит, у нас на закрытии. На закрытии у нас мы смотрели. Так, где наша контролька? На закрытии у нас на закрытии серый. Так, значит, серый, белый идет на серый провод. Так, зачищаем. Так, белый на серый.
точно так же фиксируем, изолируем. Но белый пойдет у нас белый с черной полосой. Тоже фиксируем. Изолируем. Так, и на стоп-сигнал пойдет оранжевый с черной полосой. Так. Фиксируем, изолируем. В принципе, у нас все готово. Для проверки мы можем посмотреть на кнопочку и сделать на открытие. Кнопка активировалась. Делаем на закрытие. Кнопка дезактивировалась. Значит, все работает. Теперь при нажатии на кнопку один раз у нас включается магнитола. При нажатии второй раз у нас включается зажигание. При нажатии третий раз все выключается. То есть при нажатии теперь на педаль тормоза и на этот он заведется. Но у нас нет контроля запуска двигателя. Его надо искать на щитке приборов. Честно сказать, мне лень разбирать щиток приборов. Можно найти аналогичный сигнал, например, на топливный насос. Здесь идет обязательно топливный насос. В дизельных двигателях и в бензиновых он есть. В газовых его нет. Можно попробовать его найти и присоединить на него. Ну, я так думаю, это должен быть один из толстеньких проводов. Попробуем сейчас прицепиться на розовый провод. Нет, он уже с питанием у нас. Значит, это не он. Так. Та-та-ра-та-та. Так, ну, желтенький вариант. Серенький это вообще не то. Так, белый. Что за белый провод у нас? Так. Так как у нас нет контроля запуска двигателя, двигатель поработал немножко и выключился. Так. Сейчас посмотрим еще раз. Вот. Интересно. Вот он. Вот этот провод зелененький, он у нас контролирует запуск двигателя. То есть мы можем синий провод, который я оставлял под щиток приборов, мы можем посадить вот сюда, на этот зеленый провод. И он будет работать точно так же. То есть, в принципе, нам главное, чтобы после запуска двигателя на этом проводе появился плюс.
Честно говоря, многие инсталляторы цепляют его на любой плюс, то есть на зажигание, на какое-нибудь второе зажигание. Он тоже будет работать, но при этом, если вдруг у вас машина не завелась, а питание там осталось, он будет считать, ну то есть модуль он же не соображает сам, это железяка тупая. И получается, у него будет висеть сигнал, что двигатель запущен, хотя он не запустился. Я считаю, что это неправильно, то есть лучше сделать, ну, немножко потратить времени на то, чтобы определить, где есть сигнал именно тот, который нам нужен, а не тот, который подогнать, так скажем, под правильный ответ. И зацепить его так, как надо. Так, ну вот, поленился сразу упаковать его в общую косу. Теперь, как это говорят, скупой платит дважды, а ленивый добирает ногами и руками. Так. Значит, также проводим его, чтобы ну, во время поездки никто ногой не зацепил, не оборвал. Значит, нужно его зафиксировать так, чтобы провода не провисали у нас где ни попадя, а провисали где попадя, да? Так. Опять-таки фиксируем его под внешние обшивочки. Так, и цепляем на зеленый провод. Так, ну и пробуем опять запустить. Эта кнопка на длительном нажатии активируется и стартует уже после промежутка времени, дающего прогрев свечей накала. Вот мы видим, автомобиль запустился и продолжает работать. То есть как бы мы все правильно сделали. В данный момент он у нас автоматизирован. Теперь, чтобы заглушить машину, нужно нажать педаль тормоза и нажать кнопку. Все верно. Так, ну теперь самое смешное и самое интересное. Попробуем запустить дистанционно. Нажимаем трижды на кнопку открытия. У нас должна активироваться. Кнопочка нет. На закрытие. Трижды на закрытие нужно нажать. Дистанционный запуск работает. На каком расстоянии? Как ключ работает, так и будет. Но при запуске вот есть одно неудобство. При запуске дистанционная работа ключа заканчивается, то есть пока не отработает. Придется открывать теперь с ключа. Если дистанционно запускать. Да, то есть получается в автомобиле с завода сделано устройство, чтобы когда включен замок зажигания, дезактивируется дистанционная функция, потому что, ну, как бы по умолчанию ключ получается в замке, зачем он дистанционный? Так двери открываете. Дверь не открыта, не, она на закрытии же. 3 раза на закрытие делаешь, она закрыта останется. То есть ее теперь, чтобы попасть в машину, нужно ключом открыть. Или подождать, пока она заглохнет. То есть она 15 минут отработает и заглохнет. Так. Так, теперь с подключением закончили. Так, надо теперь все это зафиксировать и собрать. Так, что я хотел? Что я хотел? А замок зажигания снимать не надо? Замок зажигания, вот. Я же думаю, что-то я хотел еще, но что-то упустил. Мне, наверное, оттуда выйти лучше. Да, можно оттуда, да. Так. Значит, теперь
Для того, чтобы... ты уже пошел на записи? Мгм. Так, теперь для того, чтобы на кнопку поставить, у нас получается, она же выходит в отверстие. И чтобы теперь все это поместилось, нужно убрать замок зажигания. К тому же, у нас, если его не убрать, у нас получается замыкается. Дабы этого не происходило, ставим в первое положение ключа, аксессуары. И здесь снизу, ну, по крайней мере, в этой машине, есть такое отверстие, в котором кнопочка нажимается. То есть, если ключ вытащить, она не нажимается. Если ключ провернуть, она начинает активироваться. И вынимаем замок. Все, что нам нужно теперь, убрать его в сторону. Это можно сохранить для других времен. И получается, у нас блокировка руля снялась и освободилось место для подключения кнопочки. То есть она теперь может туда спокойно встать на место замка. Значит, в выключенном состоянии блокировка руля не будет срабатывать. Блокировки руля теперь нет. То есть как бы есть такой нюанс казус. Если кнопка заводская, вот у нас кнопочка становится. То есть, как я и говорил, она стоит практически вертикально, когда руль у нас под углом. Так. Ну, теперь нужно все окультурить, упаковать, так как мы все это уже сделали. Упаковываем все, что мы тут натворили. Красиво. Так, теперь немножко будет сложно. Почему? Потому что надо зафиксировать, чтобы ничего не болталось, не гремело. Провода мы максимально упаковали. А вот теперь блок надо привязать. Там есть, ну, обычно там либо кабели есть, либо тросики какие-то и так далее. Все годится. Крепим надежно на пластиковые хомуты. Защелкиваем. Так, как я и говорил, разъем подвязываем к общей косе так, чтобы он не болтался, не стучал, потому что нам в замке он уже не нужен до времен, если вдруг когда-нибудь придется вернуться обратно. Мы здесь ничего не нарушали. Мы все возвращаем обратно в исходное состояние заводское. И все будет как было. Замок мы тоже не ломали, не пилили. Так, фиксируем. Провода в кнопке. Можно сюда повязать, чтобы не было лишних шумов на кочках. Так, ну и закрываем кожух на место. Так, теперь, как вы помните, у нас там были саморезы. Так, саморезы вкручиваем на свои места. Кожух у нас и третий болтик снизу. Закрепили. Так, теперь верхний кожух у нас на клипсах, как и был. Защелкиваем его на
свои родные места. Так, все у нас красиво, ничего не поцарапано. Так, и собираем обратно. Защелкиваем. Изолируем косу обратно, чтобы она была не растрепанная. Ставим пластиковые детали в свои пазы и защелкиваем резиночками. Все это закрываем, чтобы было красиво. Все разъемы, которые размыкали, не забываем соединить на место, чтобы у нас не потерялась работоспособность кнопок и всего остального. Так, здесь вот кто-то цеплял до меня. Давайте тоже на пластиковый хомут поставим, потому что это лишний шум. Так. Не хочет, куда денется, не хочет, заставим, заставили. Так, теперь закрываем рулевой кожух. Так как он весь на клипсах, это все делать несложно. Так. И фиксируем на саморезы. Саморезы не забываем. То очень часто бывает, что собираешь машину, вернее, разбираешь машину, а кто-то до тебя разбирал и не собрал. Приходится потом саморезы искать. Закрываем все облицовочки. Так, вот это можно обрезать, чтобы хвостик не торчал. Так. Вот про что я и говорил, не забываем разъемы. Сам забыл. Это бензобак, антизанос, вот это, да? Это диагностический. Вот, да, вот это я подключил сразу. Так, ну, у нас все готово, осталось только навести порядок. Ну и контрольная проверка. Проверяем. Без тормоза заводит? Заводится без тормоза, да, ну и с тормозом видишь тоже неплохо. Глушится только с тормозом. Нажимаем, держим 1 секунду. Так. Все. На этом все. Подписывайтесь на канал.